Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро-прогноз. Личная жизнь до конца лета. Как изменится ваша жизнь? Что прояснится в летний период, я думаю, у каждого из нас. И есть некоторые темы, которые, сейчас находятся в какой-то двойственности. Давайте посмотрим или рассмотрим варианты, которые нам предложат карты. И, может быть, вы найдете решение для себя какого-то вопроса или пазл сложится. Ну, конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. И мы достанем на каждую позицию по 2 карты, чтобы узнать, как может измениться ваша жизнь. Итак, что же прояснится? Какой вопрос, какая тема? И личная жизнь – это, конечно, любовь, но это еще сфера наших достижений. Это то, что мы хотим создать в реальной жизни. Это наши взаимоотношения в социуме. Никуда не денешься. Это тоже где-то то, что мы пропускаем через себя, через собственные эмоции. Поэтому тут могут перекликаться вопросы работы или ваши планы на будущее, может быть и так. Так что прояснится? Какая история? Что вам будет помогать? Достаем тоже 2 карты, что будет радовать. Следующий дуплет. Отношение партнера к вам. Следующий у нас будет называться «Будет ли новый человек? Будет ли новое знакомство? Суждено ли?» Будет ли новое знакомство? И неожиданности. И помним, что неожиданности – это еще и возможности. Очень часто мы думаем, а возможности к нам как раз приходят совсем не тем путем, как мы этого ожидаем. Поэтому важно чего-то не упустить. Неожиданности, как возможности. И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Так что ж там у вас, мои дорогие козероги, прояснится? Но вы были словно во власти собственных мыслей, но на глубине собственной философии. 8 мечей – это карта искаженного восприятия. Вот вы видите, как будто через эти 8, извините, мечей какую-то реальность. Точнее, вы ее даже не видите. Нам девушка показана, это ей кажется. Это она так чувствует. Холод, какую-то обособленность. Или когда никто не готов прийти мне на помощь. Когда я сейчас одна-одинешенька, или когда мне буквально холодно от какого-то равнодушия. Мне хотелось, может быть, осуществить, и я уже многое предпринимала, но каждый раз или раз за разом было какое-то фиаско. В итоге я теперь уже остановилась, я углубилась в саму себя для того, чтобы, может быть, понять или просто не реагировать ни на что, потому что где-то часто этой карте предшествует словно израненная душа. Что-то же нас погружает на самую какую-то глубину наших мыслей или наших эмоций, но часто этому предшествуют реальные какие-то события. И тем не менее, карта говорит о чем? Пришла снять вот эту повязку с глаз, потому что все то, что изобразил художник, в реальной жизни этого нет. Это так девушка видит, что вокруг нее мечи и цепи на руках, но очень красноречиво вот эта повязка на глазах нам говорит, что делать. Открой глаза. В реальной жизни все по-другому. Жизнь мчится вперед, а ты этого не замечаешь. Поэтому тут самый главный первый шаг по отношению к самому себе – принять какую-то сложившуюся реальность. Не в том контексте, как мы это представляем, а оценить именно ее. И, кстати, 7 кубков – это карта иллюзорного успеха. Вот очень интересно, что прояснится. Если мы в целом говорим об эмоциях, вот это как раз 2 направления эмоций. Эти, которые я называю глубокая философия на мелком месте, или какое-то самокопание, или снова и снова в нашей памяти мы возвращаемся к какой-то прежней ситуации, которая, она уже не повторится, она заново не произойдет. И если даже у кого-то боль утраты, я такое допускаю, потому что меня смотрят люди из разных стран, а тем не менее, вы это не измените. Вот вам чем быстрее, тем лучше стать реалистом. Странно вообще, честно говоря, мои дорогие козероги, вы ведь люди реальные. Но, может быть,
Мы все разные, и более того, у каждого из нас свое какое-то погружение периодически происходит. Так вот, вторая карта – это иллюзорного успеха. Это наоборот, если тут максимальный какой-то минус в эмоциях, да, и разочарование, боль, утраты, может быть, боль, или когда много раз пытались что-то сделать, а каждый раз словно лбом в стену. Так вот здесь другая противоположность, когда мы где-то восторжены, или были какие-то надежды, или, может быть, те надежды, что дай-ка я еще раз попробую повторить, ну, какой-то прежний опыт, а это все равно нам говорят иллюзии. Вот для вас какое-то состояние между. Вот что прояснится. Честно говоря, почему-то вас именно в эмоциональный фон уводят эти обе карты, ладно бы одна. Давайте достанем еще, с чем это связано. Словно козероги, я понимаю, что не все. Но, видимо, есть какая-то вот данность в вашей реальной жизни, которую вы не замечаете. Вы словно между вот этими эмоциями или во власти каких-то чувств, или разочарований. Все равно это чувство. Во власти сознания самое главное. А сознание, мои дорогие, это великий шаблон. Это не о разуме. Разум – это интеллект, это выше. И прежний, может быть, опыт, даже если был со знаком минус, то это хорошее подспорье в том плане, что мы точно еще раз какие-то грабли не найдем и себя огородим от вот этой обособленности. Но есть и взаимосвязь. Часто мы попадаем вот в эти застенки за 8 мечей, потому что когда слишком через иллюзии, через розовые очки в какой-то момент мы перестали что-то подмечать, мы перестали правильно оценивать ситуацию. Или когда мы были чересчур доверчивы, мои дорогие. Так чего это может касаться? Что ж тут прояснится? Вот мне интересно. Еще раз нам. Но вот есть какая-то ситуация, которая действительно должна быть вами самими прояснена. Понимаете? Ситуация закончилась, ведь тройка мечей – это карта выздоровления вообще-то. Как бы мы ее ни оценивали, но тем не менее это то, что было раньше, это не теперь. И раньше это был как сгусток боли. Это были какие-то разочарования, которые вас, ну вот как поставили на паузу или завели в тупик, и вы где-то уже там застряли. Так вот нам говорят, пришло время как раз оставить просто как ситуацию и идти вперед. Мне пропускать заново через эмоции, мне оживлять, не бередить вот эту рану в собственной душе, в собственном сердце, потому что этого уже не случится. Но как опыт это нам еще пригодится. Ты заново не попадешь в какую-то ловушку, или заново ты точно еще раз не захочешь одеть какие-то розовые очки. Вот интересно, давайте откроем следующий дуплет. Что же вам помогает? А на кону у вас изобилие, процветание, возможности. Девятка кубков. Должна сказать, девятка нам сразу предвещает, а впереди вообще перемены. Или вам будет помогать, когда вы переключитесь со своих эмоций на реальную жизнь. Или, может быть, даже отчасти, если у кого-то сейчас действительно есть разочарование, вы перестанете додумывать какую-то ситуацию или снова и снова анализировать, что могло бы быть, но не случилось, а переключаетесь, может быть, в сферу вашей занятости, достижений, на реализм. Потому что хоть и девятка кубков вроде бы, да, тем не менее это денежная карта. У кого-то изучение буквально вам будет помогать, изучение каких-то новых направлений, изучение, может быть, финансовых институтов. Если мы говорим о лете, может быть, с сюрпризами июль месяц, когда Уран войдет в знак зодиака Близнецы. Я в своих видео об этом часто говорила. Подробно не останавливаюсь, кому интересно. Или видео посмотрите, или есть ссылки на мой сайт, там и гороскопы, там и статьи по психологии. Придите, прочитайте, какие энергии. Ну так вот, мы ожидаем, что здесь могут быть метаморфозы в плане изменения социальных каких-то институтов, финансовых институтов, самой по себе системы финансовой. И это сама по себе метаморфоза и неожиданность может быть. Это не вписывается в наше понимание, в прежние представления. Но, тем не менее, карта вам кричит просто о том, что ты, козерог, можешь зарабатывать деньги как-то по-другому. Эта карта, можно сказать, хозяина таверны, да,
Или карта ремесленника. Это карта человека, который работает сам на себя. Может быть, когда вы будете осваивать вот это самое ремесло, какое-то новое, и именно, надеясь на самого себя, вы достигнете больших высот. У вас какой-то, может быть, очень шикарный старт. Старт в плане заработков. С одной стороны, вы полностью уйдете вот от этих каких-то глубокомысленных рассуждений, которые, по сути дела, не имеют значения. Вы выздоравливаете, потому что вы уже теперь не в минусе, не в плюсе через эмоции, а вы просто идете дальше, оценивая, что уже есть у меня на пороге сегодняшнего дня, что вам помогает, что вас будет радовать. Опять же карта. По рыцарю мечей мы ищем правду, и мы ее находим. По рыцарю мечей мы сталкиваемся с людьми, кстати, или даже с какими-то, может быть, не очень приятными моментами, потому что очень часто есть значение, пусть не в этой колоде, бунтарь без причины. Это есть такие персоны, которые буквально вваливаются в нашу жизнь и начинают нам какую-то правду доносить, или не всегда это даже правда на самом деле есть истиной, но это как побудительный мотив можно рассчитывать, да, на появление такого человека, или когда мы слышим что-то, слышим не очень нелицеприятное, но мы не погружаемся в какой-то анализ, а мы просто то, что нам транслирует человек или предлагает, мы начинаем искать дополнительную информацию. Опять же, мы на поверхности ищем выход в том, что мы имеем, или в том, что к нам пытается войти в нашу жизнь, или то, что приходит с людьми, как информационный какой-то поток. Но в конечном-то итоге мы в реальность переключаемся со всех вот этих эмоций. Рыцарь мечей – холодная карта. Карта холодного восприятия, такого жесткого, видимо. Хотя рядом карта девятка кубков – очень теплая, очень благополучная. Но где-то вот в этих энергиях, и если мы говорим, тоже ведь мечи, обратите внимание, и кубки. И здесь тоже кубки и мечи. Но это совершенно другая история. Это то, что есть в реальной жизни. И это вам помогает. Значит, какой-то опыт вам прежний помогает найти правильный выход. Или с кем-то даже договориться. Эмоционально не включиться в какой-то вопрос. И в этом прошлый опыт вам тоже помогает. Уже какие-то грабли вы нашли, мои дорогие козероги. И точно, вы туда не пойдете. И даже если на ваш порог приходит такой человек, как рыцарь мечей, да, или иногда эта скорость проигрывается по этой карте, когда быстро что-то меняется, и нам тут нужна холодная голова, чтобы правильно оценить, какой выбор будете делать вы. Поэтому приготовиться к тому, чтобы рационально мыслить и от начала до конца быть реалистом. Тут вам важно чего-то не упустить. Как будто вы сами действительно себя как в какое-то пространство невидимое, да, за стеклянный купол помещаете, и она жизнь идет своим чередом. А вы вот в своих мыслях. Вот почему-то так. Ну, может быть, это и не для всех, но есть какая-то история, которая вас, как в заперти в тюрьме своеобразной, держит. Поэтому не будьте пленником, мои дорогие козероги, собственного отношения или неправильного восприятия. В жизни по-другому. Отношение партнера к вам. По пажу жезлов у кого-то может быть, как, знаете, новое дыхание уже в сложившихся отношениях. Конечно, у кого-то через детей какие-то могут быть контакты, и даже я могу предположить, какая-то прежняя история, и, может быть, она уже завершилась. Вы не смогли договориться. Может быть, это прежде даже была семья, и такое могу предположить. Но остались дети, и вот здесь новые контакты могут быть через детей. Какие-то интересы, и неважно, как долго вы в этом браке были. Как кто-то может быть и десятилетиями, кто-то может быть пятилеткой, да, тут по-разному. Но есть что-то общее, что вас объединяет. И это теперь всегда по пажу, это мы учимся отстраивать что-то по-новому, рассматриваем разные варианты. Мы, в принципе, идем вперед и понимаем, что мы многого не видели прежде, и на сегодняшний день мы многого не знаем. Поэтому как с правильной ноги выстроить отношения даже для тех, у кого были какие-то неопределенности или спорные моменты. Может быть, и дети, как я сказала, объединяют. Может быть, для кого-то это недавнее знакомство, и даже с человеком, который намного моложе вас. И тут тоже вы чего-то не знаете. Поэтому
С одной стороны, какой-то азарт, он завораживает. Это огненная карта, все-таки по жезлов. Это желание быть с этим человеком. Вот, видимо, есть желание партнером быть с вами. Если мы спросили именно отношение партнера к вам, но я могу предположить, что и у вас есть желание, но вы медлите или сравниваете состояние сегодняшнее, да, в вашей паре, или какие-то предложения, или, ну, может быть, история развивается по-новому, и какой-то прежний опыт, и думаете, сейчас я опять найду какие-то там вот эти самые грабли или на больную мозоль себе наступлю, а карта говорит, забудь. Оставь только как ситуацию, но не пропускай через эмоции, иначе застрянешь надолго и еще. Отношение партнера к вам. Но правда, тут сомневаться может, кстати, и партнер сам. Глядя на вашу какую-то, ну, как вот, словно вы топчетесь, переминаетесь с ноги на ногу, и это партнер с вас считывает. И поэтому он берет вот эти самые от вас эмоции и уже сам начинает сомневаться. А если это, как я говорила, уже сложившиеся пары, отношения, какой-то конфликт в них, или это семейные вопросы, и опять же, которые связаны были, когда вы не сумели договориться. И мы ведь не приходим в этот мир для того, чтобы каждого перевоспитывать. Ваша планета-управитель Сатурн, она вас иногда подталкивает к таким шагам. Делай так, не делай эдак, вот так вот правильно, так неправильно. Вам сложно вот такие вопросы в себе в самом как бы соединить, потому что у вас абсолютно точное восприятие того, как все должно быть. А мы с вами вступаем, проживаем уже в эпоху перемен. А с вхождением Урана в Близнецы, да тут вообще может быть все перевернуто с ног на голову. Допустите себе эту мысль. И если есть что-то сохранять, то сохранять стоит. И если есть отклик, мои дорогие, со стороны партнера по отношению к вам, когда это обоюдное желание двух людей, то тогда эта история словно с чистого листа может быть продолжена. Ну, у кого все хорошо, все равно вот есть какой-то червь сомнений, потому что девятка мечей. Здесь сомневаетесь вы, но сомневается и партнер тоже. Вы понимаете? Интересно. Суждено ли новое знакомство? Двойка мечей – это мы словно в тупике. И должен остаться один меч. А туз мечей называю выход из лабиринта. Вот здесь словно вы в лабиринте. И опять же, посмотрите. Девушка не видит. И здесь нам повязка на глазах. Пока ты находишься в каких-то рамках предубеждений, или когда ты сам себя в этот тупик, по сути дела, и загнал или загнала, здесь вам явно мысли не помогают, они вам конкретно мешают, как и для нового знакомства, мои дорогие, так и разрешить какие-то конфликтные ситуации, так и, может быть, не устроить себе философию вот эту глубокую на будущий период, говоря, ага, вот это было прежде так, и сейчас опять вот будет то же самое. Прогоняйте от себя такие мысли. Да, действовать нужно другими методами. Вам нужно просто необходимо перестроиться. У вас же благополучие, изобилие, процветание на кону. Это то, что вам буквально помогает. Поэтому мы сами должны выйти из этого тупика. Иначе мы спросили, суждено ли новое знакомство. Даже если вы сейчас понимаете, что я остался или осталась один или одна, а где ваши мысли? Там и вы сами. Так суждено ли? Ну, наверное, все то, что я сказала, аркан отшельника говорит, тебе ведь никто не мешает. Отшельник это сам идет своим путем. Он сам на себя вот это отшельничество принял именно из-за того, что прежде было много разочарований, каких-то очень сильных эмоций. То, знаете, мои дорогие, вам нужно правду какую-то сказать самому себе или самой себе. Потому что, ну, по крайней мере, на лето, если мы говорим, ну, честно, я не вижу вариантов нового знакомства. Или это новое знакомство уже состоялось на момент просмотра видео. Или когда вы, может быть, с вашей парой или с каким-то человеком, которого вы уже знали, и пусть это какая-то дружба, тут именно с человеком, с которым вы имели прежде контакты, здесь может быть какая-то новая история. Ну,
Понятно, расклад общий, а мы все разные, поэтому будьте реалистом. Но если вы хотите какого-то продолжения или вам надоело одиночество, то возможности, они определенно есть. Все зависит от вашего восприятия. Неожиданности. В неожиданности вы будете сталкиваться с теми людьми, которые вам будут доносить самую разную информацию. Вы, знаете, становитесь очень заманчивой приманкой, мои дорогие козероги. Вот странно, совершенно неожиданный расклад. Но, тем не менее, что выпало, то выпало. Я не подгоняю никогда карты. Значит, пусть одному или двум. Это важно услышать. По семерке жезлов нас используют, будем говорить, или пытаются это сделать. Как бы это некрасиво не звучало. Потому что, когда мы находимся вот на глубине таких мыслей, да мы соглашаемся на то, куда нам не надо. Мы же ведь утрачиваем связь с реальностью. Мы словно ходим и ищем тот добрый взгляд, который упадет вот в нашу сторону, в наш адрес. А этот добрый взгляд, он может быть, но совсем не значит, что человек имеет добрые помыслы. И вот это как раз семерка жезлов говорит у человека или у людей. Все-таки 7 жезлов, 6 точнее. Один в руках героя, а 6 пытаются лететь, буквально достать героя. Это каких-то 6, может быть, даже людей или какая-то многозадачность, когда вы кому-то нужны, в вас заинтересованы, вы сильные люди. И вверху как раз вот эта карта изобилия, процветания. О чем нам свидетельствует карта? Ты можешь сейчас что-то упустить. Если ты включишься вот в эту многозадачность, твоя задача отступить полшага назад. Или найти правду, истину, или дополнительную информацию, мои дорогие козероги, чтобы прояснить какой-то вопрос или какое намерение и цель имеет конкретный человек. Мы сохраняем тут свой собственный дзен, центр собственных интересов. Причем это сделать нужно очень хитро, умело, красиво, элегантно, мудро. Потому что мы должны вынуждены как будто кому-то отказывать, иначе мы себя в тираж пускаем. Мы соглашаемся на многозадачность, и у нас точно не останется времени для собственных планов или времени, может быть, подумать о жизни личной, мои дорогие. Мы включимся вот в какую-то бесконечную работу или в какой-то рабочий график, и поэтому не будьте вот этой приманкой для тех людей, которые вас, словно считывая ваши эмоции, как вы словно не здесь, а там, где ваши мысли, могут вас на автоматизме увлечь в какое-то дело. Это как неожиданность. А что не упустить? А вот не упустить 10 кубков. Но для кого-то из вас неожиданность, если отстроить совершенно другую историю любви. По 10 кубков это как по максимуму. Здесь все. Здесь и финансы, здесь и теплый уютный дом, здесь и взаимопонимание, и дети. Поэтому, правда, есть тот человек, с которым вы можете создать буквально семью или решить какие-то вопросы по семье, мои дорогие. И неважно, в каком вы статусе находитесь, у вас на кону возможности в неожиданностях. А мы можем или включиться в какую-то многозадачность, оставив личную жизнь, к примеру, на потом, и думая, что я сначала деньги, а потом вот личная жизнь, или я сам, или сама. А здесь вам нужно объединить, понимаете? Здесь нельзя именно сферу ваших разочарований, может быть, прежде, вот так и оставить. Здесь нужно что-то завершить, как эмоциональный фон, который вас постоянно возвращает назад и ставит вот в этот тупик. Вы должны быть в тех мыслях, которые не совсем про отшельника, а которые ближе вот к этой 10 кубков. Давайте карту совет, нечего добавить, неожиданно. Но, наверное, мы все разные. Кто-то и не захочет брать этот кубок. Скажет, я читаю, я занят. Есть такая тенденция в этот период лета, что вам может какой-то человек предложить что-то, даже пойти на мировую, или сделает в отношении вас первый шаг. А вы начнете долго раздумывать, или так наотмашь кому-то скажете «нет», или какое-то дело отложите на потом, словно не увидите вот этот кубок, а потом этой возможности не будет. Вот нам об этом ведь и говорят. Какая-то пауза слишком в вашей жизни затянулась.
И мысли-то там же. А тут на кону у вас стоит изобилие, процветание, возможность быть счастливым, возможность радости, мои дорогие. И по 4 кубков нам карта говорит, ты посмотри в другом направлении. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. Я благодарю вас за вашу поддержку моего канала, моего творчества, за ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.